Ну что же, я всех рад приветствовать, с вами снова эфир, и добро пожаловать в продолжение прохождения сборочки Альфа Эволюция. Ну что же, начинаем! Ох, ребятки, вы бы знали, что случилось у меня буквально недавно. Вы можете заметить, что у меня в инвентаре сейчас куча всяких непонятных вещей. Здесь что-то стоит, здесь что-то валяется. Что же это может значить, спросите вы меня, а я вам сейчас отвечу. Суть дела в чем? Я в телеграм-канале своем, кстати, по ссылочке в описании, написал небольшой пост о том, что я уже начал снимать данную серию. Но, к сожалению, через некоторое время после съемки данной серии сборка, вернее даже не сборка, а мой компьютер решил сказать до свидания и просто выключиться. И тем самым запись полностью поломалась. Да, и такое бывает, и в целом, слава богу, что я не сильно много чего успел сделать, потому что я, по сути, начал просто изучать, как мы говорили в прошлой серии в конце, мы начали изучать Towncraft. По сути, я ничего не успел сделать, просто начал изучать кучу вот здесь всяких прикольных штучек. Вот вы можете заметить, что у меня экран сейчас темнеет. Что же это такое? Мы начали очень много чего изучать, и я могу в целом сейчас просто сделать вот так, и куча всяких открыть новых зачарований, много всяких исследований, потому что, смотри, мы изучили в целом довольно много, прям я бы сказал, очень много мы чего изучили, вот здесь мы много чего изучили, прям я бы сказал, а дальше мы изучили много чего вот здесь, прям я бы сказал, ну, очень много чего мы здесь изучили. Что еще? Ну в целом все, больше ничего такого не изучал. По сути, вот, все, что я успел изучить здесь. Я изучил рунный щит. Я не знаю, правда, что он делает. Давай даже я сейчас напишу рунный щит. Кольцо рунного щита. Вот как он делается. В целом, на самом деле, довольно тяжеловато, потому что надо нам наполнение делать. А наполнение это, ребята, нам нужно делать где-то. Вот. Наполнение предметов магии. Вот что нам надо. Нам для этого нужно 40 орда. А для 40 орда нам нужно сделать новую палочку. Новая палочка из стержня и серебряного древа. Ну, в целом здесь есть разные всякие разные стержни, которые мы можем прямо вот сейчас даже поизучать. Вот, но нам нужно именно стержень серебряного дерева. Кстати, вот здесь почти... А что я не изучил? А что у меня оно поломано? Узлы стабилизатора еще изучил. Окей, вот. Собственно, мы также начали здесь изучать всякие вот эти вот штучки для того, чтобы нам стабилизировать узел ауры. Что такое узел ауры? Узел ауры у нас спавнится где-то в округе здесь, где-то в мире, которые дают нам какие-то аспекты. Даже сейчас я могу вам один из них продемонстрировать. Он у нас находится где-то в той стороне. Чуть дай мне, пожалуйста, выйти. Устался. Где-то вон там за моей базой, как вы можете заметить по мини-карте справа снизу, у меня здесь вот, пожалуйста, есть обсидиановая основа. И если взять наш таумометр в руки, мы можем заметить то, что здесь у нас есть узел ауры. И если вот таким вот образом посмотреть, вы можете заметить, что вот здесь реально есть тот самый узел ауры. И он спавнится везде по миру, вы можете искать, вы можете найти и тем самым получить этот узел ауры для того, чтобы засасывать в него с помощью палочки, которая у нас находится вот здесь. Вот эту палочку вы можете засасывать туда всякие интересные аспекты по типу аэро — это воздух, терра — земля, огонь — это игнис, вода — аква, порядок и что-то там еще воздух, орда, и перейдите в это разрушение и хаос. Что нам надо сделать? Нам надо, по сути своей, изучить сейчас всякие интересные предметы, потому что смотри, в чем проблема. Для того, чтобы нам сделать даже ту же самую, где только нам в изобретениях, нам сделать наполнение предметов, нам нужно 40 орд. То есть это, по сути, делается вот здесь. Но в палочке максимум хранится 25. То есть, что правильно, нам надо сделать новую палочку. Как раз таки благодаря вот этому стержню мы сможем, скорее всего, это сделать. Но нужно нам сначала все это изучить, потому что для того, чтобы сделать нам эту хорошую палочку, нам надо сначала изучить о нем информацию, чтобы открылся крафт. Также, кстати, нам еще нужно сейчас... кстати, еще у меня же есть одна штучка, вот где-то вот тут, вот она стоит. Это стол расщепления, который благодаря предметам, которые имеют в себе разные абсолютно аспекты, ну, верстак, к примеру, имеет в себе все аспекты, потому что это у нас аспект фабрика, а фабрика — это, по сути, все аспекты воды. Вот. И с помощью этого верстака мы можем получать вот такие вот
разные аспекты. Поэтому в целом вы понимаете, что это значит и что благодаря этому верстаку можно добиться и получить. Вот, например, то же самое орда, которая мне понадобится для изучения тех или иных предметов, потому что орда у меня, к сожалению, маловато. Можно, конечно, изучать разные узлы, благодаря которым мы можем получать эти аспекты, но, думаю, они нам не сильно нужны, поэтому вот так. Сейчас мы будем изучать превращение виз, и вот как это делается. Вы можете заметить здесь вот 3 аспекта. Те, кто не знает, нам надо их соединить. То есть нам нужно соединить эти все аспекты, чтобы получить это вот называемое записки исследований называем. Вот, например, можно сделать вот так, чтобы соединить вот эти вот 2 аспекта. Далее нам нужно соединять теперь вот эти вот остальные аспекты, то есть вот так. Все, мы соединили здесь. Ну а здесь нужно просто с помощью огня и того же самого факела можно изучить превращение виз. Вот так вот. Так же самое и вот здесь вот перезарядочный пьедестал. В целом нам довольно просто здесь можно соединить, но для этого нужно намного орда, потому что там в целом все почти делается через орда. Только вот, к сожалению, я не знаю, как можно быстро получать исключительно орда, потому что, опять-таки, я не знаю, что дает нам постоянная ор. К сожалению, проблема, поэтому это нам нужно будет узнать, что нам дает исключительно вот только вот орд. К сожалению, конечно, скорее всего, мы не найдем то, что нам может дать то или иное что-то. Ух, у меня сборка крашнулась. Прикинь. Короче, ребятки, я уже снова с вами. К сожалению, мы, наверное, даже не сможем сейчас изучать Minecraft, потому что, к сожалению, чуть-чуть этот мод что-то нестабильный. Ну как, мод нестабильный, просто мне нужно все изучать. Вот, к сожалению. Ну ладно, тогда займемся ботанией, потому что у нас в планах тоже было заняться ботанией. Что нам для этого надо? Вот ботания. Еще что-то интересное. Нам надо сейчас вот эти вот мистические белые цветки. Я не знаю, есть ли у меня в наличии 19 штук. Да, есть, конечно. Нам нужно получить вот такие вот лепесточки. Лепестки, в ту же очередь, нам нужны для того, чтобы создать вот этот вот Flower Punch. Только, я так понимаю, шерсти у меня и довольно много. Мы можем сделать сейчас вот такой вот мешочек, благодаря которому мы сможем собирать все виды цветов, которые есть в данном моде. Но перед этим нам, ой, куда я шарси? Нам нужно сделать такой интересный предмет, как чистая маргарита. Она делается довольно просто, только для этого нам нужно взять вот такой вот необычный лепестковый аптекой, только для которого нужны сейчас плиты еще. Вот, и мы можем сделать вот такой вот лепестковый аптек. Давай мы его втыкнем, наверное, куда-то прям в самую даль, потому что мод будет довольно большим, поэтому надо больше места. А что нам надо для этого лепесткового аптекаря? Нам нужно, по сути, просто вода. По сути, больше ничего нам такого. Ну и ладно, и семена пшеницы нам еще надо. Кстати, еще у меня же эти ускорители есть. Позовите крафтера. Вот, у меня есть куча семян пшеницы, а также куча мистических лепесточек. Давай проверим, у меня наличие камня есть, и также дуб большое. Для чего мне это надо? Смотри, мы сейчас подходим к данному лепестковому аптекарю и закидываем сюда водичку. Теперь закидываем сюда 4 вот этих белых лепесточка, и как можете заметить, мы можем создать данные вот растения, называемая чистой маргариткой. Таких растений нам нужно, наверное, как раз таки где-то 4 нам и надо. Поэтому давай создадим сейчас как раз штучки 4. Что же эта чистая маргаритка будет делать? Данная чистая маргаритка, если ее поставить, к сожалению, она ставится только на землю, еще нужно будет сейчас немножечко земельки. Спасибо большое. Смотри, мы должны поставить сейчас вот тут одну, вот тут одну, тут одну. И вот тут 4 земельки, на каждую из них мы ставим чистую маргаритку. Теперь, если взять камень, обложить его со всех сторон, вы можете заметить, что начался какой-то крафт. Можете заметить, видите, какие-то частицы пошли. Так же самое мы можем это сделать с деревом. И дерево у нас тоже начнет вот таким вот красивым способом сверкать какими-то эффектами. Что же это сейчас нам даст? А это нам даст сейчас специальное дерево и специальный камень. Жизни камень и жизни дерево. Что благодаря этим предметам можно будет сделать, сейчас я вам покажу, потому что нам это в целом потребуется сейчас. Только перед этим еще, кстати, нам надо будет сходить, потому что у меня всего лишь, так понимаю, только вот эти были. Ну еще зеленые. Этого будет недостаточно, надо будет сейчас еще пойти подобывать разного вида цветочков. Нам нужны светло-серые, нам нужны красные и нам нужны коричневый. Вот, кстати, как можете заметить, уже крафт пошел, и у нас сделался жизни камень. 16 штучек.
также, кстати, вот в процессе уже и жизни дерева. Спасибо. Что же благодаря этим штучкам мы можем сделать? Пока что ничего на самом деле мы не можем делать. Ну как, мы можем начать что-то уже делать, но для этого нам нужно для начала... хотя да, нам в любом случае надо будет сейчас сделать кое-что. Смотри. Благодаря жизни камню мы можем сделать вот такой вот бассейн маны. Также благодаря жизни дереву мы можем сделать, если выложить вот такой вот крафт, мы можем сделать посох лесом. Посох леса это по сути самый важный инструмент в данном моде, по сути даже один и единственный инструмент в данном моде, благодаря которому мы можем делать всякого рода крафт. Для того, чтобы нам начать что-то делать, нам нужно также сделать распространитель маны. Делать он в целом довольно просто. Нам одного будет достаточно. Вот такого вот распространителя. И также нам нужно сделать какой-то цветочек для того, чтобы генерировать так называемую ману из воды. Что же нам надо для самого первого цветка? Вообще я сделал на самом деле вот этот бы цветок, но для него нужна вот такая вот мана-пыль. А для вот этого цветка она не нужна. Нам нужно оранжевый, светло-синий и желтый цветочек, чтобы сделать дневной цвет. Но для того, чтобы нам получить данные цветки, есть два варианта. Либо мы можем пойти просто куда-то поисследовать мир, либо же мы можем сделать специальное удобрение из данного мода, которое нам позволит как раз данные цветки выращивать где угодно, ну по сути просто на платформе из земли, только нам бы надо найти эту вот как раз, у меня кости есть, костная мука тоже есть. Вот если посмотреть, что делается из данного, нам нужно взять вот такое цветочное удобрение, которое делается благодаря желтым красителям, а также красным красителям, а у меня ни того, ни другого нету, кстати. Это очень плохо. Это сейчас, скорее всего, мне надо взять, называемый вот этот вот вант, и немножко здесь поставить земли, для того, чтобы на ней делать вот... ничего не смогу сделать, потому что мне надо обычная земля. Черт! Тогда вот так красиво сделать, чтобы здесь... Вот они, цветошки. Ой, куда я всякое начал подбирать. И вот таким вот незамысловатым образом нам нужно нафармить. Ну, на самом деле, довольно много. Что дуванчиков, что вот этих вот маг. Хотя, мне кажется, это на самом деле будет лучше намного делать. Не лучше, а легче это будет все делать гораздо в специальном биоме, который мы можем найти. Находится у нас где-то в мире. Если я не ошибаюсь, Flower, вот, Forest. Search. И сейчас мы телепортируемся в том месте. Search. Радиус 10 тысяч. Не нашел. Прикинь. В радиусе 10 тысяч он не нашел этого биома. Ого, вот это прикол. Значит, это получается, нам нужно просто бегать. Вот, собирать вот эти вот цветочки. Они автоматом будут собираться, если что, ваш вот этот вот как раз мешочек для цветов. Мы можем собрать в целом довольно много всяких разных. Да и всяких. Потому что нам надо и голубые, и светло-серые, и просто серые. Ну, короче, всех видов понемногу нам нужно собирать для того, чтобы получить нам тот или иной крафт. Ну, чтобы мы могли, по крайней мере, то или иное сделать. Где-то бы... Ну, по сути, мы можем уже сделать сколько. Тут делается одна штука всего. Если мы сейчас найдем еще один маг, то мы можем сделать еще одну... Мы можем сделать 2 цветочных удобрения. Блин, на самом деле бы как-то цветочки эти делать. Потому что как-то вообще не начиналось, на самом деле. Вот здесь тебе фиолетовые. Вот, кстати, еще те самые шарды, которые мы начали в прошлой серии. Или я даже в этой серии успел их нафармить, кстати, которую снимала, но, к сожалению, баганулась чуть-чуть. О, красные цветочки, мне они нужны, кстати. Вообще, на самом деле, мы цветочки можем выращивать, но чтобы нам их выращивать, нам надо хотя бы один вид цветочка найти. Еще бы мне вспомнить, как эти цветочки добывать. Вот что самое интересное. Вот, кстати, светло-серые цветки, кстати, которые мне тоже нужны. Розовые. Ну, розовые мне не прям, чтобы сильно нужны. Мне нужно еще... Какой мне нужен еще? Получается, коричневый. Вроде бы все. Только коричневый. Ну, естественно, маки, одуванчики тоже мы не собираемся забывать. Потому что они нам тоже нужны для создания цветочных удобрений. А там уже мы сможем нафармить в любом случае то количество, которое нам надо. Нам можно просто сейчас поискать чутка еще мака, чутка еще... Что я подобрал сейчас? Семена хлоптаны. Что? Что это за семена? Опять вот какой-то семя. А, у меня еще еда закончилась. Почти, я бегать уже скоро не смогу. Все. Черт! Нам нужно разбираться как можно быстрее с едой. Это мне что ли... Придется выращивать еще и обычную пшеницу в фермере или что? Чтобы делать хлеб тот же сам. Не, ну под такие звуки я, конечно, не смогу ничего делать. Я думаю, все это понимают. Поэтому давайте телепортируемся домой. Возьмем сейчас немножко яблок и покушаем, чтобы у нас не было вот этого бурчания. Все, есть.
Ну, можно еще попробовать один выбить где-то поблизости. Какой-то цветочек один можно выбить. О, если бы еще. Вот тебе и пожалуйста. Так, мы можем взять сколько? Мы можем сделать, по сути, ну, чуть-чуть вообще цветочных удобрений. Есть мотыга. Воу, спасибо, не надо. Пошли, давай сделаем сейчас вот эти вот цветочные удобрения. Получится сделать, правда, всего лишь 3 штуки, но я думаю, этого будет вполне достаточно, потому что, как я успел сказать, мы можем выращивать эти цветочки, поэтому думаю, то, что это будет не сильно большая проблема. Конечно, бы разравнять историю, здесь вырастали только... Вот, пожалуйста, разного вида цветочки, которые мы можем использовать для выращивания. Абсолютно разного вида. Ну, кстати, коричневого, я так понимаю, еще ни одного я не получил. Причем я не получил только коричневого, которое мне и надо. И серого я не получил, который мне тоже надо, кстати. Точнее, нет, ну серый я не помню, кстати. Но можно еще один сделать, попробовать. Блин, а верстака здесь нету. Давай тут сделаем верстачок, пусть будет. Давай сделаем еще одно цветочное удобрение. И бум. Черт, нету, не выпало. Знаешь, нужно нам сейчас пофармить еще чутка. Маг есть один. И как же меня бесит вот эти вот всякие разные ненужные. Надо сейчас, знаешь, просто вот так вот их поставить, чтобы добывать только вот то, что мне надо. Вот маг тот же самый или одуванчик. Ну что оно мне бесит, это жесть. Так, сколько это у меня уже? 4? На 4, я думаю, хватит. Будем, по крайней мере, сильно надеяться, что мне хватит еще. Сколько это получается? 2 сделать удобрения. Давай попробуем. 2 удобрения, спасибо. Чекс. У нас есть серый. Остался только... как же меня задолбали эти цветы. Остался еще коричневый. Сюда. Ну, мы тут еще всяких других разных получили. Все, по сути, у меня нафармилось сколько? Нафармились все, да? Ну да, у меня все виды есть. Теперь смотри. Мне сейчас можно вот здесь взять и просто немножечко увеличить здесь территорию, так скажем, только для цветов. Хотя я не помню, вроде бы их можно выращивать и без... А, нет, можно выращивать их. Но я, правда, не знаю, надо ли им точно прям. Надо ли им 100% именно вот этот белый, еще светло-серый посадить. Зачем мне именно вот этот цветок, кстати? Я так и не сказал, почему мне именно вот этот интересует. Смотри, в чем прикол, что, во-первых, давай сделаем еще торчерином где-то штучку. Там можно сразу 2, или давай сразу побольше сделать. Мне надо именно тот цветок, потому что он потребляет уголь. И по сути уголь мы можем использовать для запитки как раз таки этого вот цветка, потому что уголь у меня выращивается, и я думаю, то, что вполне это выгодное очень предложение. Только я не знаю, растет ли оно, ну будет ли оно расти с помощью торчерина побыстрее. Мы можем, знаешь, тестовую закинуть торчерина, вот что будет ли разница. Просто если нет, можно попробовать вот... оно выращивается с помощью костного. Понял. Кстати, еще нюанс. Смотри, чтобы нам собирать вот эти именно цветы, имейте в виду, что вам нужны ножницы. Имейте в виду, потому что если вы будете добывать это сейчас без ножниц, я вам сейчас показать на одном примере, так скажем, вот на вот этом. Если мы соберем сейчас без ножниц, ничего нам не выйдет. А если собрать с ножницами, мы получим вот этот вот большой цветок, благодаря которому мы можем получить 4 сразу же этих лепесточек. И мы можем вот так вот сейчас просто собрать это все и получить много крутых, пожалуйста, лепестков. Только, пожалуйста, мне, конечно, желательно посадить это все обратно. Если, кстати, если сломать, они обратно соберутся, можете не переживать, не сильно страшно будет. Давай сразу же, я не знаю, вырастим здесь какую-то маленькую, так скажем, платформочку. Ну, не платформочку, а сразу же несколько разных посадим, для того, чтобы они у нас росли. Ну, коричневых, правда, у меня и так немного, поэтому как раз их мне и нужно фармить. Но хорошо, смотри. Дальше что нам надо? Во-первых, поспать. Во-вторых, нам нужно сейчас сделать первый наш цветочек, который будет потреблять, по сути, просто обычный дневной свет. Если вот посмотреть, вот. Крафтить он довольно просто. Это нам нужен 2 желтых, 1 оранжевый и, по сути, что там, голубой или светло-синий. Светло-синий и оранжевый. Синий. Ну, мы можем, к сожалению, сделать всего лишь 1. Ну, одного нам тоже в целом, я думаю, хватит. Только нам еще на 7 пшеницы и 1 ведро востаси. Пошли сделаем. Значит, нам надо сюда закинуть сейчас 2 желтых и по одному вот этих. Все, мы можем получить вот первый наш дневной цветочек, который генерирует пассивную энергию. Ну, пассивную энергию будет он генерировать с помощью чего? Правильно, солнца. Теперь дай мне, пожалуйста, одну землю. Будьте добры, вот это на себе засовывать. И давай поставим куда-то вот сюда землю, куда-то вот сюда бассейн. Не, давай не бассейн, а распространитель сначала вот сюда. И вот сюда бассейн. Что оно будет делать? Если мы сейчас возьмем посох леса, мы можем заметить, что данный как раз распространитель маны направляется сейчас, вот, пожалуйста, в бассейн. Если посмотреть на него, то можно посмотреть, куда он с помощью вот этой вот обводки можете увидеть
куда он направляет свое, так скажем, излучение. Теперь я поставлю дневной цветок, и как вы можете заметить, вот у него есть направление, точнее не направление, у него понемножку вырабатывается мана. Я, правда, если честно, не знаю, работает ли торчерина на этом все, но вроде работает, поэтому даже можно подускорить чуть систему. Ну да, видите, пошел первый у нас бросок маны. И вот можете заметить, что потихонечку у нас здесь вырабатывается мана. Теперь, для того, чтобы сделать тот самый цветок из ботании, там вроде бы называется пламя края, вот, да, нам нужна вот такая вот мана паудер. Мы можем сделать это с помощью любого вида пыли, но мы будем использовать красную пыль, потому что у нас ее бесконечное количество. И этим мы сейчас подвяжем вот к нашему бассейну. Мы можем заметить, что мы можем сделать из красной вот этой вот пыли, мы можем сделать один мана-порошок. Мы его делаем. Получаем этот монопорошок. И теперь уже мы можем взять сейчас костную муку. Желательно побольше. Ножнички у меня есть с собой. Пошли сейчас за... Кстати, еще вопрос. Мы можем взять вот такую вот летающую штуку. Только как бы это сделать? Ага, луговое семя с помощью обычной высокой... обычной из высокой этой. Вот, если ее сейчас чикнуть, получим две высокие. Мы можем взять просто летающий вариант. Почему летающий будет лучше? Потому что летающий, ну по сути это любой цветок, летающий он лучше, потому что он не будет гнить. Если мы сейчас посадим просто вот это вот пламя края просто на землю, как мы посадили тут дневной цветок, то он спустя некоторое время, спустя там некоторые пару минут, он у нас просто загниет и перестанет вырабатывать ману, ну, просто исчезнет. Есть, конечно, альтернативный вариант, благодаря которому он не будет исчезнуть, но он намного тяжелее делается, и его крафт на самом деле очень тяжелый, поэтому я вам рекомендую от себя делать сразу же летающие варианты, тем более не надо ставить обычную землю под ними. Их можно просто поставить на том же самом мраморе, они будут летать и себе получать удовольствие. Давай обратно, кстати, еще посадим вот эти вот лепесточки. Пусть они у нас будут расти и расцветать, потому что, я же говорю, для крафта надо будет довольно много их, поэтому лучше пусть они потихонечку. Они и сами растут, поэтому не переживайте. Они сами через некоторое время вырастут, поэтому можете забить. И, ну, они, по крайней мере, не загниют. Поэтому можете просто вот так вот спокойно выращивать у себя хоть на ферме. Они через некоторое время, через довольно длительное на самом деле время, они у вас вырастут. Ну а пока у нас все есть, мы можем сколько получается цветков сделать? Мы можем сделать, нам надо больше коричневых, поэтому мы можем сделать по сути 8 штук. Сможем сделать сразу же 8 штучек на эти масти в системку. И также, кстати, нам по сути надо еще сейчас красная пыль и, ну, 2 высокой травы. Нам надо желательно, кстати, еще побольше этой травы, потому что мы же будем делать летающий вариант. Желательно сейчас позакидывать это все вот сюда и добыть побольше высокой травы. Потому что, как я успел сказать, нам надо будет делать луговые семчикс. Пошли, сейчас мы траву закинем в мана-бассейн. Это сделать. А, кстати, как вы можете заметить, видишь, маны не хватает для создания такого количества луговых семян, потому что здесь довольно мало. Но она вырабатывает довольно быстро, на самом деле, поэтому ничего страшного. Нам самое главное это сделать сейчас много мана-порошка, еще 2 штучки, поэтому пусть она делается. Пока давай, смотри, нам еще выложить. Еще вот здесь лежать пока что. Также нам нужно сейчас взять семя пшеницы, 8 штучек. Ну и таким же образом нам надо желательно взять сейчас. Даже, мне кажется, легче будет сейчас взять просто воды. У меня, кстати, как раз 2 яста. Для того, чтобы просто сделать там бесконечный источник. Благодаря этому источнику воды выращивать здесь все без каких-либо проблем. Так, а тут что у нас? Вот вам, пожалуйста, мертвый куст. Да, вот оно все и завяло. К сожалению, даже мне, наверное, не хватит на 2 миксы. Ну, ничего страшного, все равно у нас делается получилось. Давай делать. Нам нужно закидывать каждого по одному, ну, точнее, коричневого-то по 2. Просто 1, 2, 3, 4. Еще же мана-пыль точно. Вот, пожалуйста, вот вам и сделался первый. И сейчас таким вот незамысловатым образом надо сделать, ну, максимальное количество, которое у нас можно сейчас сделать. То есть, получается, еще 3 мы можем сделать, потому что нам потом просто не хватит мана-порошка. Но я думаю, такого количества тоже вполне себе на самом деле хватит, потому что, учитывая, что оно будет работать с торчерина, это будет очень хорошо. Давай пока поставим 1, проверим чисто его работоспособность. Вот, все, уголь, как вы можете заметить, пошел. И также вот вам, пожалуйста, распространитель маны тоже начал свою работу, потому что оно начало очень быстро тратить уголь здесь.
Поверьте мне, реально здесь очень быстро уголь тратится, на самом деле. Ну я все выложил уже, хорошо. Нам нужно сейчас накопить маны для того, чтобы сделать... Для того, чтобы сделать вот эти вот луговые семена. Ну сколько? Уже 6 я сделал. Главное, что пока что нам хватает здесь маны, ну, распространителя, главное, что нам хватает для того, чтобы у нас могло здесь все расти. И все, у нас есть 8 луговых семян. Теперь мы берем также 8 земли. И нам нужно сейчас взять любые 8 цветочков. У нас есть, да, давай даже сразу эти вот. И это получается сиреневые цветы. Чикс, правильно, правильно. Подожди, а как это делать? Ну вот, земля, луговое семя и цветочек. И с помощью вот этих тоже не... Почему? Ну, с помощью вот этого я могу, с помощью этого не могу. Значит, какой-то другой цветок, по всей видимости, надо. Какой тебе? Нужен именно светящийся. А какой сюда подходит? Светящийся пыль обычно. О, как. Ну, сейчас сделаем, не проблема. Только давай перед этим еще поспим. Поспим. Все. И теперь, по сути, мы уже можем, правильно? Да. И теперь, если совместить это вот с пламя края, мы получим летающее пламя края. Также мы сейчас заберем вот это вот, чтобы оно сейчас не сгнило. И можем поставить сейчас спокойно 6 штучек, которые, кстати, еще и будут очень ярко на самом деле светиться. Очень ярко. Сюда мы можем закинуть уголька. Также оно все равно, видите, оно будет ману. Если подкинуть сейчас уголек, он сейчас будет это все, естественно, хавать. И как вы можете заметить, маны теперь даже и не хватает. Но довольно быстро сейчас это все сюда поступает. Поэтому нам нужно сделать еще один желательно распространитель, чтобы распределить, так скажем, крафт. У нас жизнь дерева закончилась. Ай! Сейчас побольше жизни дерева сделать. Но это в целом не проблема. Быстро. И все. Теперь просто нам надо вот еще настроить как-то поступление туда угля. Ну, видите, все, уголь здесь закончился. Мы можем просто как взять? Можем просто взять выбрасыватель. Обычно. Самый обыкновенный выбрасыватель, который берем. Также сделать повторитель 2 штучки. Она тебе хоть я не знаю, но дай мне повторить 2 штучки. И красную пыльку тоже, кстати, желательно взять побольше. И один рычаг, точнее, красный. Смотри. Теперь мы как делаем? Где-то, можем даже вот здесь сейчас сделать так, чтобы кидала вот сюда, даже еще повыше на самом деле можно. Вот сюда повыше мы делаем так, чтобы он выкидывал вниз наш будущий уголек. Теперь, правда, нужно сделать так, чтобы здесь был постоянный прирост энергии, так скажем, чтобы все время у нас тикался редстоун. Как это сделать? Делаем вот такую вот замысловатую системку и просто вот сюда ставим сейчас красный факел. Видите, включился. Ломаем его, я случайно в ту же сторону поставил, надо их зациклить. Как можно заметить, цикл у нас произошел. Теперь, вот таким вот замысловатым образом у нас будет все время тикать наш выбрасыватель без каких-либо проблем. Если мы отбежим, он нас мешать не будет, только надо нам сделать сейчас еще шину экспорта желательно, чтобы туда все время закидывать уголь. Давай мы это сейчас сделаем, шина экспорта, желательно скорости 3 хотя бы, и одну карту создания. Спасибо за карту создания. Сейчас делается у нас еще карта ускорения. И также, кстати, еще надо сделать вот этих изменчивых кабелей, потому что у меня так не хватит 20 штук. Не могу. Почему? Потому что у меня они закончились. Плохо. А просто один разочек могу? Не могу. Прикинь, надо сейчас опять кварц постоять, пофармить. Блин, надо будет придумать, как делать изменчивый кристалл постоянно. Потому что я вот так сейчас буду просто стоять, его накидывать и ручками это все делать. Это будет очень сильно задалбывать, я бы сказал. Потому что, как сказать, не сильно оно и приятно это все делать. Ну ладно, ничего страшного. Пока поделаем, а там потом поищем способ. Ты упал! Давай, кидаем. 1, 2, 3. Делаем мне изменчивый кристалл. Спасибо. Шли, давай мы его дробитель или возмельчитель. Пойдем. Много получаем. Потихоньку он начинает высасываться. Давай я быстренько заберу. Изменчивая пылька. Спасибо. И дай мне еще полстака песочка. Делаем кучу семян и закидываем их прямо вот сюда. Все, теперь просто их ждем. 5 штук, конечно, мне не хватит, к сожалению. Но, знаешь, на самом деле можно даже угольные блоки сюда закидывать. Потому что, мне кажется, будет это повыгоднее для системы. Для вот этой вот сети. А где у меня... Куда? Ну да, все правильно. Смотри, нам, правда, его нужно будет сейчас сверху подключить. Вот этот вот... А так будет работать? Нет, не будет так работать. Он так не будет работать. А я не знаю, просто будет ли хороший вариант сбоку подключить. Но я думаю, будет. Чё не? Только опять-таки нам надо будет сейчас как-то аккуратно вон туда это все провести.
Ну как бы это сделать, если... А, ну я сейчас возьму просто куча досок. Прям реально куча досок. Нам бы еще сделать, кстати, желательно этот чип. У меня вот этот уже скоро сломается. Пошли в так называемый подвал. И нам нужно в ту сторону простроиться немножко. Блин, на самом деле мне много довольно изменчивых. Что я сделал? Слава богу, у меня немного было дерева. Бы сейчас бы стукнул 1024 или сколько? 28 вроде. Это бы как стук. Вообще по стаку она ставит только. Все, хватит. Теперь нам нужно лишь дождаться сейчас вот этих вот кентов. У нас там вырастает. Можно взять фасад, чтобы все это красиво тут смотрелось. Чтобы, так скажем, не так цензурно это все выглядело. Во. Все, теперь красиво. Это можно ломать. Что еще можно поломать. Все, у нас такая вот система получается. А, ну еще вот здесь тоже сломать. Все. Теперь, по сути, нам нужно лишь дождаться, пока сделаются семена. Но ждать я пока не буду, конечно. Я сделаю сейчас сразу 1000, да 300 штучек. Сейчас мы сделаем довольно быстро угольных блоков. Я, правда, не знаю, насколько их хватит на самом деле. Закинем давай. Раз. Все, полетела системка. Здесь тоже, видите, все полетело. А, ну, кстати, да, нужно еще распространитель маны еще один сделать, потому что не хватает ему силы. Распространитель. Я думаю, 2 хватит. Когда покушаем сейчас еще. Спасибо. И вот так вот поднастраиваем сюда. И давай сейчас мы 3 штучки накинем в другой распространитель, чтобы хватало им силы. А им и так, пипец, Андрей, не хватает. Распространителей не... Сколько еще один сделать? Так, давай еще один попробуем. Ну, вроде должно хватать. Видите, теперь бассейн здесь довольно быстро накапливается. И это, кстати, очень круто. Но только у нас скоро уголь скоро закончится, по ощущениям. Но для этого надо ждать, пока семена сделает. И чертовые вот эти вот и. Здесь хоть все включено. Включено. Сколько? Меньшевое семя, 75%. Уже скоро. Прям чуть-чуть осталось. Но... В целом мы можем сейчас пока провода перенастроить, потому что, как вы помните, мы в прошлой серии сделали провода, поэтому можно сейчас немножечко побаловаться. У нас ГБ сейчас нога включить. Нам главное, чтобы сейчас система была запитана, остальное не сильно. Все, пусть у нас тут все это делается. Ну и все остальное тоже систему сейчас подключим. Все, эти провода у нас забиты. Все ломать. Воу! Вот это есть... О! Смотри! Это наша первая душа. Прикинь. Почему я так радуюсь? Просишь ты. Но я не знаю, просто может кто знает, что это за души. Я-то просто знаю и могу вам сказать, что это за души. Эти души как раз нам позволят делать очень крутые спавнера. Поверьте. Давай только сейчас телепортируемся на базу, поспим. Сейчас мы провода наверху расставим, чтобы у нас все было подключено. Так, усилить надо. Нам нужно... Так, давай мы просто так по ряду пройдемся. Здесь как? Здесь у нас вот так все было. Здесь вот так все было. Вроде все, вроде все. Тут у нас что? Тут у нас что? Здесь у нас вот все. Да, но зато у нас производство сейчас вырастет просто до небес, на самом деле. Ой, не-не-не, куда я такие шлепские провода начал ставить? Мне такие провода здесь не надо. Мне вот такие здесь проводули. Так, дальше туда уже идет у нас вся вот микросистема. Чекс. Также подключить потребитель. А также, кстати, там же есть какой-то еще механизм. Тоже включить это все. Где он, конечно, находится? Вот тут он вроде где-то. Где ты? Как тебе подключиться? Как тебе энергия подключалась? К тебе? Только подожди, дай мне покушать сначала. А еще я понял нюанс, что нам, наверное, даже не хватит. А ты через просто... Бро, как тебе энергия поступала, скажи? Ха. У тебя здесь вариантов нету, как энергию к тебе подключить, ты понимаешь? А как реально к тебе энергия поступала? Либо я дурак, либо шампан... Что? Оно уходило куда-то вниз. Или нет? Или не уходило оно вниз, либо оно просто так выглядело все. Ладно. Так, вот здесь что, мрамор? Пустой. Здесь кто-то через... Так, и у нас... У нас убрался... Не, ну, кстати, туда энергию я не думаю, то, что нужно подключать вот эту вот крутую новую. Я в этом уверен более чем. Потому что ему и так, ну, фермеру имею в виду. Фермеру и так хватало энергии, поэтому... Тем более у меня проводов. Вроде все. Вроде мы все сделали, да? Так, изменчивые, дай? Спасибо. И что мне надо? Изменчивые проводули. Где-то 120. Но вроде должно все работать. Везде энергия должна быть. Тут энергия есть. Тут энергия 100% есть. Тут энергия РФ надо. Вроде да, вроде все начиналось. Вроде теперь энергии хватает с головой. Окей, душам. Вот это я, конечно, вообще не ожидал от души. Ладно. Нам нужно что? На чем я остановился? А, точно. Подключить вот этих кентов. Только надо сейчас в подвал спуститься, чтобы куда-то вот сюда его подключить. Кстати, наверное, мне и 20 штук
не кинь, 20 штук не хватит. Вот это да. Дай мне еще 20, чтобы уже наверняка хватит. Блин, надо реально разобраться что-то с изменчивыми проводами вот этими вот, потому что, ну, точнее изменчивыми кристаллами, потому что я не могу. Жесть, без шуток, прям жесть. Так, вот это пока все давай выложим. Все, что мне не надо, пока пусть он выглядит. Что у нас тут? Да, во-во-во, пошла системка. Только желательно бы, наверное, еще уменьшить ему здесь периодичность. Еще медленнее его, имею в виду, сделать. Потому что, видишь, угля прям много выпадает, на самом деле. Потому что они не успевают эту всю ману выбрасывать. Вот в чем проблема. А давай все-таки тогда обычный уголь будем ему закидывать. Давай все-таки обычный уголь, потому что, во-первых, и очень много сейчас будет уходить здесь угля. Давай обычный уголь все закидывать. Все, пусть обычный уголь туда идет, потому что сильно много будет уходить туда угля. Настолько много угля мне, к сожалению, ну как, настолько много угля мне не будет. У нас почти вся эссенция угля ушла. А вот обычный уголь пусть тулит. Его, ну, не сильно жалко. Главное, что у нас вырабатывается теперь мана. Уже почти пол бассейна, кстати. Блин, а есть штучка, кстати, распределитель специальный испытания. Есть еще, кстати, линзы специальные, которые больше вырабатывают. Только их бы найти желательно. А я не помню, где они находятся, кстати. Вот, линза маны отскок, линза маны гравитация. Эффективность. Но для этого нужно руна воды специально. А для этого нужен рунический алтарь. Рунический алтарь, это, конечно, круто. Да, вот, рунический алтарь, там мне нужно целый алмаз туда закинь. Я, правда, не знаю, давай еще поищем. Но это рунический алтарь. Нам нужен специальный распределитель между всеми. Типа просто поставить, знаешь, блок по центру, чтобы что? Чтобы оно распределяло по всем остальным бассейнам маны вокруг. Как раз таки ман. Можно еще... Это, скорее всего, может даже, кстати, в этой версии этого еще нет. Такое тоже вполне может быть, потому что... Слиток элементе бы, кстати, вот это да, эта штучка тоже прикольно будет в будущем сделать. Ну окей, тогда можно сейчас пока просто бассейны закинуть, насекамец в жизни. Можно сейчас просто тогда в 3 бассейнах фармить ману, потому что, зачем? А потому что нам надо будет в будущем сделать портал в Эльфхейм, вроде вот так называется. Что, я могу дюпать камень? Я могу дюпать камень. Я просто надюпал камень сейчас. Ладно. Так, 2 бассейна маны есть, давай мы сейчас их поставим. И пусть каждый на... Подожди. Что? Режим функциональный, режим привязки. Так, этот у нас летит. Давай тогда вот сюда лети. Все, пусть мана тогда накапливается везде. Этот нацелен сюда. А не надо, мне вот сюда надо нацелить. Или давай вообще его сюда тукнем. Все, да, все работает. Пусть оно фармит. Смотри, сколько здесь угля. Жесть. Надо просто угольные блоки позабирать, потому что обычный уголь быстро забирается. Точнее, сильно долго тратится уголь, потому что пламя красит. Так, теперь мы можем сделать еще... я дурак, извините. Закинуть сюда алмазик сделать. И делаем рунический чиназис. Теперь мы можем поставить его куда-то, давай в эту сторону. Вот у нас есть рунический алтарь. Вот тут он. И благодаря этому руническому алтарю мы можем сделать кучу всяких реально прибамбасов. К примеру, для того, чтобы нам сделать портал в Альфхейм, нам нужно много чего. Пыль, к сожалению, жалко, что выращивать было бы реально так здорово. Может, типа Forbidden Magic. Окей. Нам нужно ставить вот светящий. Ну, даже можно, кстати, это глянуть в специальном. А ну дай мне книгу, дай мне цветок любой. Я что, дурак до сих пор с помощью. Как делать лексикон ботании? Это специальная книжка, которая нам позволяет. Лексикон. Лексик. Это любой саженец. Да. Вот, руководство по ботаническим вопросам. Здесь можно сейчас все, по сути, посмотреть. Все, что здесь есть. И все, что нам надо. Вот, спасибо, достижение. Вот крутое, реально. Realistical Logical Идеология. Реалистичная логическая идеология. Добро пожаловать в ботанию. Я настроил... Я поздравляю вас с тем, что вы нашли способ сделать эту книгу с помощью, типа, саженца. Или вы могли найти это лексикон в сундуках данжа. Ты можешь ты можешь в этой книге смотреть навигация по всяким главам, которые тебе понадобятся, благодаря вот этим вот страницам, либо клавиатуре
кнопкам на клавиатуре. А ботания это более технический мод. Для того, чтобы он нужен, типа, он требует от тебя, чтобы ты был крутым и создавал редстоун для прогресса. Это хорошее, ну, если у тебя есть эти знания, это очень хорошо для тебя в будущем. Естественно, если ты, естественно, здесь, типа, ты можешь не использовать эти предметы здесь. Для остальных, для всех, кто этот мод скачал, ботания, это мод, который позволяет создавать вам довольно интересные штуки, дизайнерские штуки. Те, кто не хочет создавать всякие разделительные механизмы, можете играть даже с остальными модами, потому что это в целом игра другими остальными модами. Что у нас дальше тут? Также, если ты что-то потерял, да, если у тебя что случилось или ты что-то потерял, можешь проверить свои достижения или челленджи, чтобы посмотреть всякие скрытые страницы в основном лексике. Эта книга не без понятия. После того, как ты получил все страницы, после того, как ты прошел весь туториал, ты можешь начинать изучать базовые знания о данном моде. То есть буквально за 10 минут ты можешь это все изучить. Вот. Ну и как-то вот так вот, собственно, делиться. Можно закладку сделать, а можно нажать вот эту кнопочку еще раз назад. Все, у нас есть вот это вот лексика. Здесь можно посмотреть основы механики, управление маной, создающая флора, действующая флора, природные приборы, мистические предметы, фенечки, эндер-артефакты, эльфомания, талисманы, оглавление лексикона и раз. Нам нужно, естественно, управление маной. Вот, как можете заметить, у нас есть вот. У нас есть разные варианты, как можно управлять ману. Естественно, бассейн ману, что будет хранить в себе ману. А искры — это предметы, которые могут передавать через бассейн и прочитать. Искры — это интересный объект для создания чистой комбинации, чистой энергии и маны. Они могут распределены на специальном отдающем или принимающем ману в блоке, например, бассейн. То есть, к примеру, если мы сейчас поставим две искры вот сюда одну и вот сюда одну, оно будет передавать друг другу ману, чтобы стабилизировать, ну, не чтобы даже стабилизировать, а чтобы уравновесить это все. Также линзы маны. Линзы маны можно повысить потенциал распространителя маны, то есть эффективность к тому же, либо что другое. Основные линзы маны вообще ничего не штук. Линзы могут быть окрашены во все 16 цветов, вот как оно делается, собственно. И здесь вы можете посмотреть, что то или либо скорость, либо эффективность. То есть, например, нам нужна скорость, можно нажать Shift-LKM и получить крафт раз такие руны воздуха, кстати, которую на самом деле я бы даже сейчас сделал. Потому что даже все это есть. Главное, чтобы у меня перо было одно. У меня перо есть. Давай также нит, шорст. Две, точнее, потому что нам ковер нужен. И что еще? Мана слиток и мана пыль. То есть, по сути, любой слиток. И, ну, в нашем случае красный. Нужно просто закинуть его вот сюда сейчас. Чикс-чикс. Чикс-чикс. А я могу. Да, теперь нам нужно вот эти все предметы закинуть вот сюда. Вот так они будут красиво левитировать. И вот у нас будет создаваться сейчас крафт. Для того, чтобы он создавался, нужно сюда направить сейчас ману, чтобы, вот как можете заметить, у нас создавался тот или иной предмет. Ну, в нашем случае это руна воздух. И вот теперь, если мы сейчас тыкнем, точнее не а возьмем жизняками, кинем сюда наш жизняками и тыкнем правой кнопкой, у нас получится 2 воздуха. Вот так вот. Все довольно просто, все довольно легко делается. Теперь смотри, для того, чтобы нам создать сейчас как раз таки линзу маны, нам нужно сейчас 4 блока, точнее 4 любых слитка, ну в нашем случае 8. И также 2 стеклышка, кстати, как раз у меня 2 стеклышка и есть. Пошли закинем сейчас вот сюда, чтобы у нас отсюда мана все забиралась. Создается это все на обычном верстаке, поэтому можете не переживать. И делаем 2 линзы. И также соединяем это все с руной воздуха и получаем 2 линзы на скорость. То есть если мы сейчас втыкнем, вот, то есть пам и бам. Теперь оно намного быстрее будет эту ману отдавать. В целом, я думаю, довольно понятно объяснил. Теперь оно намного быстрее будет отдавать здесь всю ману, тем самым больше создавать и больше делать. Также, кстати, в будущем мы сможем улучшать наш бассейн, потому что есть бассейн, вот, разбавленной маны есть. Достойный эгоиста. К сожалению, здесь нету новых бассейнов ман, к сожалению. Можно, конечно, посмотреть крафт, это вот 158 штук. К сожалению, да, мы не можем сделать какой-то другой, потому что версия старая. Здесь, к сожалению, не добавили еще каких-то крутых новых крафтов. Да, но теперь у нас, вот как вы можете заметить, много есть
крутых всяких предметов. Теперь давай сделаем что? В целом даже, наверное, это вот здесь делается. Посмотреть. Как она называется? Наверное, боры или нет? Вот, мана начарование. Не то. Пилон маны. Тоже не то. Вот, эросталь. Во-во-во-во-во. Эросталь. Агломерационная плита. Вот. Вот эта штука нам нужна. Для создания, правда, нужны все виды рун. Руна воды. Руна воды, руна земли, руна воздуха, руна огня. Но на самом деле это будет тяжеловато, потому что на росте нету. Давай начнем тогда потихонечку создавать. Для руны огня порох еще нам надо. Адский камешек, дай одну штучку. Обычный порох, да. Также слиток моностали. По сути, можно просто так сейчас взять по стаку каждого. Просто закинуть, чтобы у нас было просто так. Чик-чик. Все, спасибо. Данкешан, как говорится на ними. Далее, что нам надо? Все. Для руны огня у нас все есть. Ну, также желательно жизненный камень взять. Весь, который у нас есть. Что нам понадобится? Руна огня есть. Дальше, руна воздуха. Перо еще одно имеется в арсенале у нас. Слава богу, есть. Также одна нитка. Далее вер, я помню, нам нужен. И также само этот я. Хорошо, далее. Че? Руна воды. Вот тут, мне кажется, будет проблема. Хотя я не вижу здесь никаких проблем. Ну, это, конечно, проблема. Потому что, скорее всего, можно взять просто шерстики. Если я не ошибаюсь, если этот крафт есть. Далее, все хорошо, не переживай. Дай мне палочек, штучек 10-3 есть. Далее, что еще? Костный у нас точно есть в наличии. Ну и также самое, в принципе, правильно. Давай сейчас поспим, сделаем эти даже 3 руны. Можно продолжать дальше. Так, давай сразу же наведем сюда все наши распространители. Давай, 1, 2, 3, 4, 5. Быстренько заряжать у нас все. Можно сразу жизненный камень кинуть. Чик. Далее вот эти полетели у нас. Пошел процесс. Довольно быстро на самом деле делается. Я думаю, будет медленнее намного, на самом деле. Делаем. Чик. Все. Дальше бассейны. А мы продолжаем создавать наши... Что нам еще надо? Нам нужно еще руна маны. Это вообще, на самом деле, я бы сказал, гипер халяв. Это, наверное, самый простой крафт за сборку, наверное. Сколько тебе там? 5 штучек. Это, наверное, самый легкий крафт за всю сбор. Не, ну хотя ладно, не самый легкий. Руна земли. Ну вот, кстати, гриб есть. Я думаю, мне дает камень любой. И по сути. Все, мы по сути готовы создавать еще 2. Воу! Да нет, я что-то не то сделал. Подожди. Надо ставить сколько? Надо ставить всего лишь 5. Все создается. Дай сюда ману. Спасибо. Давай сразу же сюда закинем тебя. Готово. И делай еще мне... Вот это. Руна земли. Кстати, руна маны всего лишь одна делается. Хотя... Она и делается, конечно, не сильно тяжело, я бы сказал. Окей, пошли домой. Зачем? Если нам нужно... ну это делается вот здесь. Хорошо. Что тебе? Блок лазурита тебе. Хо-хо. 1000 дашь? То есть 1000. Не, ну это лазурит, да, лазурит нам нужен. Даже не 3, а еще побольше. Потому что нам надо будет вот эту вот платформу сделать. Еще 4. Все, агломерационная плита получена. Также жизненный камень, еще 5 штучек. Все. Теперь мы можем взять, кстати, визуализировать вот эту вот платформу. Поставить вот сюда. Здесь в целом можно все поломать. Не страшно. Делать 1, 2, 3, 4. 1, 3, 4, 5 и 6. Структура построена. Теперь мы можем просто направить на самом деле вот сюда все наши распространители. Зачем? Сейчас я, правда, не помню, что нам надо для создания террастали. Вроде бы на следующей странице все смотрится. Раз. Вот, нам надо сделать жемчуг маны, мана алмаз и что там еще? Ну и мана желе. По сути, мы можем сейчас просто взять много на самом жемчуг, вот 16 жемчугов здесь, 16 также на стали, также такое же количество, просто 16 штучек, да? Спасибо. Это можно пока выложить, и все. По сути, мы можем сейчас сделать просто вот так, алмазик на, жемчуг эндера на. И теперь нам нужно закинуть эти вот 3 предмета вот сюда, правильно? Ты всего лишь по одному делаешь. Вот, видишь? Начался крафт. Почему ты направлен хер его пойми куда? И вот у нас создается неповторимая террасталь. Только, правда, надо вот этот вот распространитель, пожалуйста, поставить вот так, потому что... Так, вот эти вот не настроенные. Все, теперь настроены, да? Да, уголька, правда, здесь много уже насыпало лишнего. Сейчас его вернем. Все, видите, теперь у нас крафт идет здесь на агломерационный, на главосмё. Здесь тоже на тебя идет. Давайте тоже, значит, поставим куда-то вот сюда.
На тебе вот эту. Давай тоже на агломерационную плиту. Так, кто не подключен? Ты не подключен. И кто еще? И вот ты не подключен. Да? А, угля не было. Все, у нас теперь, по сути, сейчас... Можно даже побольше сделать радиуса. Все, у нас теперь... Почему-то не хаваются вот эти кенты. Они сильно что-то долго хавают. Видите, вот такие вот появились эффекты. И делается у нас террасталь. Зачем нам нужна эта террасталь? Вот она. Она нам нужна для того, чтобы сделать нам либо, например, вот кольца маны, к примеру, либо чтобы сделать... Да где же ты? А, не, подожди. Давай отойдем оттуда. Вот можно сделать броню, к примеру. Вот такую вот крутую террасталевую. Но она, правда, ну, по сравнению с нашей квантовой, такая себе. Можно сделать такое терролезвие, к примеру. Или, что самое интересное, мы можем сделать землекрушитель. Делается он в целом довольно просто, за исключением того, что нам нужно целых 4 слитка. А, он, кстати, еще не успел создаться. Сильно он долго создается, видишь? Он довольно сильно долго создавался, потому что сильно мало маны. Для этого нам нужна искра. Но искра в целом довольно просто делается. Сколько мы можем сделать? Подожди, огненный. А, у нас всего лишь один огненный стержень. Точнее, хорошо. Пошли тогда в ад. Сейчас мы быстренько нафармим побольше. Давай заходим. А почему здесь портал деактивирован? Что за нафиг, блин, вообще капец. А, я еще и упал. А ну поспи. А ну поспи по-братски, поспи. Спасибо. Дай мне огнево. Чё это внезапно у нас отключился-то? Да куда я упал? Чё это у нас отключился внезапно портал? Я же вроде его не отключал его. Давай заходим. О, вот он. Крутой. Только здесь, правда, куча спиртей у меня. Из-за того, что мы умирали в прошлых сериях. Так, что нам здесь надо? Во-первых, кстати, кварца бы на самом деле подобывать немножко. Уже кварца у нас на самом деле маловато осталось. Песка душ бы желательно побыть побольше, бы у нас тоже его маловато осталось. Кстати, нам бы желательно вот так вот сделать. Что здесь за звуки страшные? Я думаю, это все слышат. Да, нам нужно здесь найти так называемую крепость. Нам нужно ее где-то здесь найти для того, чтобы... Ты чё меня бьешь, падла? А чё он меня бил сейчас? Какой-то плохой сильный монстр, я бы сказал. Когда мне факелоха, то ни хера не видно на самом. Мы можем сейчас просто здесь бегать. Ё-моё, что за огненные пауки здесь? Воу, кенты, полегче, спокойно. Хотя, на самом деле, они довольно полезны. Воу. Кэтче. Все кинул? Нет? Ну ладно. Где у нас тут есть крепость? Я на самом деле могу просто сейчас бегать и искать. Нам, по сути, надо... Да хватит настреливать по мне. Воу. А, это он не настреливал по мне, я так понимаю. Мы можем сейчас просто здесь побегать, поискать. В целом мы быстро бегаем довольно. Я не думаю, что с этим у нас возникнет каких-либо проблем. Но вот с поисками могут возникнуть. Потому что я не знаю. Я даже, наверное, за всю эту сборку еще не находил ни одной крепости. А, прикинь. Такое тоже может вполне себе быть, кстати. Еще могут... Но уже даже не находил ни одной крепости. А, кстати, еще бы Незерака добыть. Тоже на всякий случай, потому что у нас его маловато осталось. Ну, именно не Незерака, а... Ну, в данном случае незерского кирпича. Чуть-чуть добыл. Ну, еще кварца можно добыть чуть-чуть. Ой-ой-ой, что это за биом такой страшный? Да, и где-то здесь нужно искать сейчас крепость для того, чтобы найти... По сути, кстати, нам еще надо найти здесь... А, вон она, да? Если я правильно понимаю. Вроде бы она. Вроде, если я ошибаюсь. Где она? Вроде как да. Она же? Ну да. Эмеральда, кстати. О, прикинь. А, нет, не Эмеральда. Обманул вас. Так, только мне надо чуть-чуть помощь. Кстати, Сера. Сера же мне тоже на самом... Поднимаемся. Не обращаем внимания на гастов. На этих гастов мы закидываем большого болта. И мы... А, это даже, кстати, не крепость. Это даже не крепость. Меня обманули. Это какой-то Dark Brick. Это вообще не крепость. Или это крепость? Где я вообще сейчас? Хотя здесь тоже спавнится много всяких кентов. Ну, именно, я имею в виду, вон, видите... У меня на миникарте есть иссушитель. Здрасте. Я так понимаю, они подо мной. Какой-то Dark Cobblestone. А вот, кстати, те... Куда? Куда мой меч? Ты шо, падла, вообще? Так, давай сразу же... Ё-моё, что здесь происходит? Это какая-то страшная крепость на самом деле. Я бы сказал, очень страшная. О, а вот и черепок. Дай мне, пожалуйста. Вот он. Зачем нам черепок? Для того, чтобы мы могли... Ема, что здесь за звуки страшные? На самом деле кайфовые звуки, мне нравится. Но он рассыпался. Зараженный
Зараженный. Еще один скелет. Я офигею, сколько же их тут везде. Так, что здесь повыпадало? Но в целом я не вижу, чтобы здесь что-то прям крутое выпало. Поэтому можно идти дальше. Так, только один дай мне. Чтобы я хотя бы освещал это все. Еда закончилась. Мы, кстати, сейчас можем еще уровень. Хотя, что нет уровня. Нет уровня-то не сильно большой смысл. А, это Томкрафт. Ой, здесь делает Томкрафт. Мне интересно. Смотри, черный свеча. Это, наверное, совмещенные моды какие-то с текстурами. Какими-то крутыми. Нам, по сути, здесь нужно сейчас добыть 4 черепка. По сути своей. И может даже стержень... А, хотя стержень ифрита я и так уже могу сделать. Семя ифрита, чтобы выращивать ифритовые палочки. А вот... Ой. Не-не-не-не-не-не. Все. Что происходит? Что происходит? Что происходит? Что происходит? А, смотри, здесь куча обсидиановых основ. Это все, кстати, может быть сейчас в этих. Так, а ну. Черепка не выпало, и души не выпало. Увы. Так, вот еще куча скелетов есть. Прям я реально не побоюсь того слова куча. Нам бы, кстати, еще с помощью этих кентов выбить еще одну штучку интересную. Я, правда, не знаю, установлен здесь ли этот мод. Да, установлен. Значит, мы можем, по сути, выбить эту штучку. Что из некротической кости делается, интересно? А, ну, можно забрать. Может пригодится. Так, скелет еще есть тут. Вот, и здорово. Надо, кстати, на всякий случай сразу же вот так вот сделать, чтобы наверняка было. Надо еще, кстати... Нифига себе, тут ножнички. Надо еще вот этих вот пофармить кентов. Что, а вдруг душа выпадет? Ой, вообще разрыв шаблона. Так, вот там их куча. Сейчас мы аккуратненько только к ним пройдем. Вот это я сейчас запел. Вот это я сейчас дал жару. Так, а где скелеты? Справа. Вот тут. А, они повыше, наверное, выше. Да-да-да, вот они. Где-то тут. Здорово. Кто? Блин, не выпала, кстати, еще ни одна, ни душа, ни пиво. О как. Ну, вот эти вот нагнетающие звуки, кстати, реально очень настораживают на самом деле. Куча пива. Интересно. Вот это здесь данж, конечно, прикольный. Воу. Летучая мышка. Ну, кстати, здесь новых не спавнится, я погляжу. Звуки, конечно, по ощущениям, будто я сейчас не знаю, я не то что в ад пришел, я, блин, хуже место пришел по ощущениям. Ну да, здесь нету еще одних скелетиков. Это плохо, блин. Не, ну мы пришли-то за огненными стержнями. Мы-то пришли сюда явно не за этим. Вот опять это мы сюда же пришли. А это вот местечко. Скелетов, увы, здесь больше я не замечаю. Может, кстати, даже, наверное, нам не сюда надо больше. Может, на какое-то другое место на самом деле. Какие здесь звуки страшные. А как тебя сделать? Может, какой-то есть способ? Ага. Ну, выпадает с шансом... Сколько? Ага, 0 либо 1. А, усекновение. Усекновение добавляет шанс этому так называемому выпадению голов. Ну давай пока домой тогда придем. В целом ничего страшного, нам пока не сильно и нужен этот. Он сейчас без вещей заспавнился, я сейчас испугался. А где я? О, я дома. Надо сейчас будет зачаровать на это зачарование наш мечик. Пламенный привет достижения получили, кстати. Так, тогда можно все пока что-то это закидывать. В целом оно не сильно. Да, в целом мне не сильно прям надо пока много сильных порошков и стержней. Только надо зачаровать меч на секновение. А, смотри, его здесь нету. Этого а знаешь почему? Потому что нам надо, смотри, мы берем сейчас алмазы. 9 алмазных было пассив. И вот вместо вот этих вот мрамор мы ставим сейчас алмазные. Сейчас ты просто увидишь, что это делает. Смотри, теперь нечего. Можно топоре
Странно. Ну, иссякновения даже такой чародейской нету книжки. Ну да, здесь типа нету такого зачарования. Ну, может, это то, что я и зачаровал, ну, не знаю. Окей, смотри, мы сделали то, что нам надо. Давай мы сделаем сейчас искры. Только нам еще доминантный надо сделать искру вот эту. А будет ли сейчас толк от того, что я сделаю, кстати, искру? Вопрос. Да, есть толк, смотри. Видишь, пошел процесс. Опа! Сделался у нас первый слиток террасталии. Но забралась куча маны, кстати, на самом деле. Раз, два, три. Блин, на самом деле можно, чтобы они просто с этих двоих высасывали бассейнов маны ману. Оно все равно будет туда передаваться. Поэтому ничего страшного в целом. Видишь, просто где-то она сейчас быстро уходит. И сейчас она просто в моменте, оп, и резко замедлилась. Вот так. Видишь, потихоньку, еле-еле, помаленечку она достает. Потихоньку. Давай. Еще один слиток получим. Да, на создание одного террастали надо целый, вроде бы, один бассейн маны, если я не ошибаюсь. Создать террасталь, ну да. Да, мана, целый бассейн надо. После того, как вы поставили, готовьтесь к уничтожению маны. Надо один маносталь, этот самый. Возьмите все свои предметы, поставьте их на этот. Половина бассейна маны. Ладно, обманул. Это половина бассейна маны. То есть можно, по сути, сейчас все настроить на один лишь. На один бассейн, чтобы вот этот бассейн быстро создавался. Но видишь, не хватает, все равно скорости не хватает. То есть как бы я ни хотел, скорости все равно не хватает. Потому что нужно больше распространителей делать, гораздо больше. Сколько я их могу сделать, интересно? Еще 3 могу сделать. Да сейчас вообще прекрасно, смотри. Мы сейчас ломаем все, ставим просто все их дружно как-то. Раз, два, блин, не знаю. Да и так не получится, надо их как-то по-другому ставить. Типа просто надо, чтобы когда направлялся вот сюда один. Не, ну можно, кстати, вот так вот сделать, на самом деле. Думаю, их так в порядке будет. Теперь пока направляем просто все их на один бассейн маны. Вот так вот. И теперь по одному цветочку направляем на каждый из бассейнов. Где еще не подключен какой? Все подключились. Я просто вот этот вот подключил. Чик. Все, видишь? Пошел процесс, вот он. И теперь этот бассейн сейчас будет наполняться гораздо быстрее, нежели вы думаете. Ну, надеюсь, по крайней мере, на это. Потому что нам нужен целый, сейчас, по сути, один бассейн маны. Для создания одной террастали. Ну, интересно, еще одну штучку могу сделать? Так, чисто интересно мне. Но оно будет долго делаться, во всяком случае. Вот, все, видите? Оно сейчас отсюда просто всю ману забирает. Все, и сейчас резко все замедлится, видишь? Все и так замедлилось. Видишь, все, она только начала спускаться. Видишь, мана уходит. Сейчас вот отсюда. Только она начинает поступать, и она сразу же уходит. Сколько это у нас уже? Второй слиток? Ну, второй слиток нам надо желательно еще один слиточек. Но по сути это нам надо просто усиливать вот эти вот все распространители. Других вариантов не дано. Ну, то есть реально, других вариантов не дано. У нас и так очень быстро все вырабатывается. Ну как быстро? Могло быть быстрее. Просто других вариантов нету. У нас очень быстро все делается. То есть максимально, вот на данный момент, кстати, у нас слился слит. На данный момент это максимальная скорость, которой мы можем добиться. Ну, понятное дело, то, что мы можем поставить еще пламя края. Также само к нему же можно поставить еще по одному распространителю. Но стоит ли это оно? Точнее, стоит ли это? Стоит? Блин, подожди, я потерялся. Стоит оно ли этого? Это вопрос. Легче дождаться просто пока накопится много бассейнов маны. Просто по АФК надо по АФКшить. И потом начинать строить портал в Альфхейм. Ну, даже, наверное, где-то вот здесь-то можно почитать. Только бы где это почитать, мне интересно. Наверное, где-то в Эльфомании. Во, портал в Альфхейм. Для того, чтобы нам его сделать, нам надо вот куча террасталя, на самом деле. Это нам надо сколько? Раз, два. Это 6. И одно ядро. Это, ну, короче, один слиток целый надо потратить, по сути своей. Ну да. Ну и вот сам портал, как он должен выглядеть. Требует он, я так предполагаю, сколько он требует? 2 бассейна маны. Во. То есть целых 2 бассейна маны, к слову. Нам нужно, чтобы запустить вот этот вот портал в Альфхейм. Кстати, на самом деле, даже можно его поставить. Это вот
Сюда, наверное. Или даже, наверное, пониже. А, правой кнопкой надо тыкнуть по блоку. А ну давай еще раз. Чик. Все. Вот здесь у нас, по сути, будет создаваться наш портал. Так, что у нас там? Террасталь сделалась, надеюсь, одна? А, ну у нас сейчас копится вот этот. Да, нам, по сути, надо сейчас создать... А, да, не-не-не-не-не-не-не, обманул. Нам в любом случае надо выше ставить. Потому что, видишь, нам же нужно еще 2 бассейна маны здесь поставить. Вот таким вот порядком. То есть, да, по сути, у нас уже они есть. Нам же надо еще 2 пилона поставить. Ну и целый один слиток потратить на, получается, на один целый слиток на наггеты надо потратить. Так, а что нам надо по поводу сердцевины? А зачем я убрал, дурак? Ставься. Что нам надо? Вот, ядро. В сути, жизни дерева нам надо очень много сейчас. Ну, давай мне дуб. И все жизни дерева. Ну, много жизни дерева, да? Прям сильно много, я бы сказал. Нормально, сейчас накопится. Пусть пока копится, а мы пока пойдем сейчас создадим ядро эльфийских врат. Оно будет стоять вот здесь. Ну и здесь надо будет закинуть 3 светящихся жизни дерева. Но я думаю, то, что они довольно просто крафтятся, на самом деле. Наверное, просто надо сейчас туда кинуть. Ну да, все это камень, логично. Ну и все, остальном просто закину все жизни деревом. А, ну и пилоны вот эти вот. Точно. Природный пилон, пилон маны. А, ну, кстати, довольно просто. Кстати, на самом деле, довольно просто. Мы даже уже можем это сделать. По сути, раз, два. Здесь. А, ну здесь, конечно, надо еще. Дай мне 1000. А, ну суть. Раз. Не, ну ты серьезно? Где стержень? Приколы с меня тут тянут. Все. Раз. Что тебе не понятно? Все, 2 природных пилона у нас есть. Раз, 2. Ну и все. Жизнь дерева у нас готова. Теперь просто вот так вот сейчас мы заполняем это все. Только нам нужно сейчас 3 жизни дерева закинуть в светокамень, чтобы сделать светящийся жизни камень. Ой, жизни дерева. Что это я сказал сейчас? Жизни дерева. Ну и давай ставить. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. Структура построена. Все, по сути, нам сейчас просто надо будет тыкнуть потом, когда у нас накопится здесь 2 бассейна. Кстати, будьте добры, что я сейчас сделал. Не, пусть пока, ладно, пусть пока фармится. Я еще хотел бы сделать еще 2 террасталя. Только дай мне мана. Чикс. А, куда я мана? Жемчуг ман. Так, что у нас тут? Пол бассейна почти сделано. Это, по сути, мы можем еще один сделать слиток террастали. Ну, по сути, да? Ну, по сути, да, нам должно хватить сейчас на еще один слиток целый. Ну и да, надо будет просто за серией поставить по АФК. Постоять. Направить просто по 3 распространителя на 2 бассейна. И пусть оно себе фармится, и все. Мы потом просто запустим. Ну, слиток, спасибо. Еще нужен 1. А здесь маны, хоп, и нету. Вот так тебе, пожалуйста. Так, окей, если у нас тут все готово, что нам делать дальше? Ну, по сути, нам нужно лишь дождаться, пока у нас здесь сделается 2 бассейна маны. Просто фармить ману. Пока что сейчас дождаться, пока сделается сейчас пол бассейна маны. Кстати, пока я не забыл, нам надо проверить скорость в разработке Сонариума Иридия. 16 тысяч. Да, кстати, я получается, в прошлой серии до серии сделал втыкал и понял одну важную вещь. Почему у нас всего лишь по 16 тысяч вырабатывается того или иного. Видишь, здесь у нас всего лишь выход идет по 4 с чем-то тысячи. Дело в том, я посидел, покумекал и понял то, что вот это сейчас, которая у нас есть скорость, больше мы выдать не сможем. Вообще нет. Ну как, мы можем это сделать, но это придется нам, знаешь, типа вот от этих, вот этого одного отводить кабель, потом от вот этого одного отводить кабель, потом от вот этого одного отводить кабель, чтобы подключить типа отдельно по одному стекловолоконному в преобразователь. Но это, честно говоря, геморрой еще тот, поэтому это будет делать сильно тяжело, на самом деле. Поэтому я и не сильно хочу это делать. А ультимейт гибридная что там еще? А, мы уже можем сделать. А сколько мы можем сделать ее, интересно? Штучки 2 мы можем? Не можем угля, не иридия. А чё, тебе не хватает эссенции угля? Ты чё, Вась? Я угля могу тебе сейчас подкинуть столько, что у меня система захлебнется сейчас. Угля ему не хватает. Иридия, да. Иридия у нас мало. Иридия, да. Сонариума, я чувствую, кстати, на самом деле нам достаточно для создания... Ну вот смотри, у нас одна уже стоит, да? Чтобы сделать еще 7... Нам не хватает сколько? А, ну ладно.
Сонариума 4 стакана. Иридий там вообще жесть. Поэтому лучше все-таки создавать иридий, потому что мало, очень мало. Да, и кстати, еще желательно нам панель делать. Но здесь 4 уровень настал. А у нас максимум и так 4. Надо будет взять песок и глину в следующей серии. Ну, семена. А еще, кстати, голова зомби. Ну да, зомби-головы у меня нету. Нужно будет нафармить зомби-голов, сделать еще хотя бы 2 фермера. Ну или хотя бы один. Поставить его в той стороне, потому что надо фармить глину и песок. А это, по сути, нам нужно будет выращивать воду, огонь и там что-то еще. Ну, воду, огонь, землю и воздух. 4 вот самых главных элемента нам нужно будет выращивать. Поэтому для этого нужно будет отдельный фермер, естественно. И мы сможем заказать, ну, просто жесточайшее количество панелей, потому что в этом не будет никаких проблем. Что у нас по бассейну? Только четверть накопилось. Жесть. Это жесть. Нам бы, кстати, желательно еще карьер бы запустить. Либо вот на вот эту сторону, либо на вон ту. Ну, короче, и на вот эту, и на ту сторону. Либо, знаешь, какой карьер? Вот этот вот карьер запустить. Потому что дело в том, что, смотри, метка, писать. У нас есть вот эти вот метки, Марк. Мы их можем хоть сейчас сделать. Давай мы сейчас их и сделаем, потому что пора запускать вот этот карьер. Чисто потому, что нам нужна территория. А территории, поверьте мне, надо много. Потому что вот сейчас мы начали создавать ботанию, да, и Таункрафт. И у нас, по сути, 2 платформы занялись, то есть 2 чанка у нас занялись на ботанию и на Таункрафт. Куда нам еще тут? Надо будет еще Blood Magic изучать, Essential Craft нам еще надо будет изучать. Ну, короче, еще очень много надо будет модов изучать, и тем более технику-то тоже надо будет продолжать изучать, а для техники тоже нужно будет очень много этих платформ. Поэтому, да, я сейчас, наверное, сделаю куча вот этих вот, подожди, так что? Красный. Куча сделаю маркеров, ну как куча? Целых 5. Давай, делай. Но делать будет довольно быстро. Правда, куда? Вот сюда, в сторону. Хотя можно просто выбрать здесь наковальню. Вот опять выбросил. Уже 2 выбросил, кстати. А, он и так по 2 сделал. Красавчик вообще, кстати. У нас и так 5 штук. Вообще прекрасно. Берем тогда карьер. А, еще бы нам желательно красные факела взять. 4 штучки. 4, да? Ну да, 4. Ну, еще 2 точно. Палки. За палки спасибо. Раз, два. Есть. Все, теперь нам можно что сделать? Вот отсюда, где, вот отсюда. Ой, что у меня так лагает? Не, все нормально прошло. Просто сейчас сильно очень залагало, на самом деле. Давай землю, пошли. Ставим вот сюда сейчас раз меточку. И также к ней вот это. И уходим гипердалеко. Аж вон туда. Туда надо будет сейчас немножко достроиться. Муха не попал. Где-то меточка, да? Все, просто сейчас нам надо будет копаться куда-то вон в ту сторону, куда-то вон туда, и причем очень далеко на самом деле. Хотя, подожди, мы можем, наверное, сейчас как? Ну я что-то копанул, но что-то, походу, я чуть-чуть неправильно копнул. Кстати, у меня закончилась еда. Еще с этой едой надо разбираться, потому что еды у меня тоже мало. Либо уже пора становиться киборгом, потому что, я же говорю, еда это тоже такой ресурс. И я не смогу, ну, то есть мне реально еще фермера выращивать, по сути, надо. И, кстати, почему я не могу тыкнуть вот так? Ну, вот 1, 2. Во, копнул. Правильно. То есть вы можете уже примерно представлять, насколько это далеко. То есть вы видите, да, насколько это далеко? Это очень далеко. Я ни хрена не вижу. Дайте мне ночное зрение, чтобы я все видел. Блин, да сколько у тебя тут метка? Ты видишь? Она тупо не заканчивается. Вот она где только закончилась. Е-мать. Ну ладно, пусть будет. Раз. И теперь еще нам какую-то ту сторону надо тулить. Идет, мне кажется, ему просто вот так вот пойти. Ну, конечно, не упасть куда-то непонятную жижу. И еще пойти желательно поспать, на самом деле. Учитывая, что на улице темно. Не очень камильфо, конечно. Пошли. Можно через верх, на самом деле, пойти, чтобы не втыкал. О, зомби, кстати, ты мне нужен. Ну, не то, что мне надо, конечно, с тебя выпало, на самом деле. Так, пошли. Так, вот второй пошел у нас. Пошли туда. Да, так, слово вот такого размера у нас будет стоять карьер. И причем, что я не шучу. Так, маркер вот. Идем в ту сторону. Еще идет маркер. Но он тут еще должен быть. Да-да-да. Во-во-во. Вот он, где закончился. Ты гля. Это жесть. Это у меня сейчас так лагает, что вы понимали. Кстати, из-за того, что он настолько много сейчас мне прогружает, это у меня сейчас так подлагивает. Это да, это вы правильно все поняли. Это вот таких размеров у нас будет карьер. Вы правильно все поняли. Где-то вон в той стороне у нас еще есть. Вот и центр данной метки. Теперь мы можем телепортироваться на базу. Угу. Что-то немного не телепортируется, кстати. Походу ТПС настолько плохо, что жесть. Да, 256 на 256 блоков. Это 8 на 8
чанков у нас сейчас будет прогружаться. Вот, видите, линия улетела туда куда-то, потому что это вот эта линия пошла. Теперь от вот этой вот линии надо сейчас, ну, где-то я в другом месте активировать, вот, и подняться здесь где-то на довольно много, чтобы оно все, что здесь есть, ну, я имею в виду вот эти вот все горы, оно их все снесло к чертям собачьим. Ну, вот так, я думаю, даже еще выше на самом деле. Все, вот так. Теперь ставим сюда еще один. Я думаю, я не умру с такой высоты, если упаду. Слава. И все. Правой кнопочкой тыкаем, и у нас вот такой вот огромнейший квадрат появляется. Теперь нам стоит лишь поставить куда-то здесь карьер. Не сюда, вот сюда. Как? Я не помню, подожди, как? Вот. Ну, такой маленький вполне карьер, я считаю. Я думаю, он, ну, вообще наших размеров не стоит, на самом деле. Прям очень маленький, себе вполне карьерчик такой, себе легенький, такой небольшой. Да, еще раз дам. Такое, конечно. Бассейн маны накопился? Давай проверим. Ой, да он уже почти заполнился, я тебе так скажу. Давай делаем мне тогда еще одну террастальку. Ну, по сути, кстати, уже можно... Ладно. По сути, уже можно вот эти вот все распространители ставить на другие бассейны. Все, давай, создавай мне, пожалуйста, террасталь. Блин, я же сейчас просрал довольно много маны. Ну ладно. Вот здесь нам нужно сейчас наполнить бассейны маны до половины. И мы их можем запустить. Также, кстати, по поводу карьера. Нам нужна, по сути, любая солнечная панель. Даже, наверное, 3-го уровня подойдет. И также дай мне торчерина, которого у меня, кстати, нет в наличии. Давай сделаем. Давай сделаем, да, лучше автокрафт сделаем, чтобы делать все намного быстрее, потому что, ну, ручками как-то это все тяжеловато делать. Спасибо. Торчерина, дай мне штучки 4. Дай быстро, спасибо. Ну и ставим, вот, получается, вместо вот этих факелов ставим кучу торчерина. Ставим им самый максимальный радиус и ставим их на 400%. Все, можно запускать. Он сейчас должен заработать и должен что-то делать. Если я правильно понимаю. Но энергия тратится. Что? Это он сносит там так? А, ты смотри! Это он сейчас так сносит? Ты видишь? Там просто гору сносит. А чё так быстро? Вот видишь? Гору к чертям сносит. Вон. Это он сейчас сломает вот эту всю территорию. Вот эту всю, которую ему будет мешать для оформления его каркасу. И начнет копать. И, кстати, вы спросите, почему я здесь не ставлю никакие сундуки? Ему не нужны сундуки. Он все это будет хранить в себе. Ну, вроде бы, если я правильно понимаю, он все это хранит в себе до момента, пока я не поставлю сюда сундук. Вроде бы, если я не ошибаюсь, по крайней мере. Если я ошибаюсь, то можете поправить меня в комментариях. Потому что вроде бы я пробовал уже запускать этот карьер. Так, чисто для теста, как он работает. Ну, просто даже здесь на сборе. Вроде бы ему не нужен сундук или прочие вещи. Он это все сможет сделать автоматически. И да, если сейчас посмотреть, залезть вот на гору. Ой, нет, не упасть же. Если реально сейчас залезть на гору, то можно даже не на гору, а возле горы так постоять, посмотреть. Вон, смотри! Вот, идет. Ты глянь, он это сейчас все сносит. И это, по сути, он ограничивается только лишь в скорости. То если ему подкинуть еще больше... Не долетел. Если подкинуть ему еще больше торчерина, давай еще штучки 4 сделаем. Это сейчас он будет просто настолько быстро копать. Он еще будет быстрее копать. Раз, два, три, 4. Давай тут, короче, давай тут 7 на 7, тут 9 на 9, тут 7 на 7. Еще плюс по 400%. И он сейчас еще должен быстрее копать это все, по сути. Если я правильно понимаю. Да, видишь, энергия улетает. Давай 9 на 9. Тоже давай 9 на 9. Тоже давай 9 на 9. Панель, видишь, улетает. Энергии ему не хватает. Прикинь. А, нет, хватает. А, видишь? А, потому что... Нет, все правильно. Ему энергии просто не хватает. Блин, на самом деле я бы мог эти все ресурсы даже все засунуть в систему. Но просто смотри. Если я хочу заказать штучек 20 еще, мне надо куча кристаллов. А, ну и все, по сути. Что здесь ходит? Подожди, кристаллы стена кварца. Не, подожди. Руда. Если тебя закинуть в... Вот, есть вот это. А она не плавится, кстати. Можно, я так понимаю, просто закинуть в... Наверное, в электропечку. Нет. В завод сплавов? Нет. А в чем тогда? А, в дробителе. А, ну она дробится. Именно вот в этом дробителе. Хорошо. А другие варианты какие-то есть? Нет. Только если вот этом дробителе дробить, то у нас будет получаться кристаллы стенного кварца. 2 штуки причем. Ну давай. Сделаем этот крафт. Получается вот в этом вот дробителе. Чикс. Так, что нам теперь для 64к? По сути, чистые кристаллы. Все. Мы можем также заказать пыль. Давай штучек 200. Да, даже можно побольше. 300 штучек заказать. Чтобы сейчас сделать... Да, видишь, пошел крафт. Что у нас тут? Тут у нас система, я так понимаю, копает конкретно сейчас. Но уже наступает ночь.
Что у нас по этим? Ну, копится потихонечку. Хорошо. Чтобы я сейчас просто взял вот этот весь истинный кварц, вот этот вот, просто закинул в песок, сделал изменчивое семя вот это, и закинул кучу мне накопителей. Вот этих. Ну, сделал их. 20 карточек, это еще 2 мне накопителя смог поставить. И все предметы с вот этого вот карьера я смог по факту засунуть в систему из карьеры. Ну, если я правильно таки могу ошибаться на самом деле. Да, видите, вот копает. Но ему скорости панели явно не еще. А панели, я так понимаю, у меня больше нету. Да, только 4-ю делать, а это надо глина и песок. Да, такое. А если я вот эту вот 4-ю оставлю вот сюда, вот эту я поставлю вот сюда. Тут изменится ли скорость? Ну да, чуть-чуть изменится. Упадет это да. Но я не думаю, что это сильно критично. Зато у нас намного, видишь, намного быстрее теперь добывается здесь вся вот эта вот система. Мог бы, конечно, даже на уровне облаков это сделать. Не сильно нужно. Еще, кстати, я замечаю, что у меня ТПС падает. Немного. Ха, прикинь. Ну давай дождемся, пока этот карьер сделает вот эту вот штуку, начнет свою работу, начнет свое копание. Будет, конечно, долго. Гипер долго. И, кстати, по поводу еще, есть в этом моде... Нету этого мода, да. Нету, ладно. Нету, ладно. Можно проверку статуса сделать. Можно, ну, один из вариантов. Да, вот видишь, все он здесь добывает. Но он сейчас и там начинает добывать, потому что сейчас же гора вот эта вот убирается. Из-за этого он все медленнее намного делает. Ну ты смотри. Вот это, по сути, вся территория. Вот видишь, пошла. Вон она еще идет. Это жесть. Ну, по сути, ему просто энергии не хватает, чтобы это все намного быстрее делать. Ну, реально, ему просто энергии не хватает. Блин, я могу так-то ему еще и 3-го уровня панель подкинуть. С системы вот этой вот, чтобы добавить скорости. Здесь ничего мешать ему не будет, по сути. Вот еще вот эту вот панель подкину. Он же в любом случае, ну да, видишь, он уходит в минус. А, ну здесь, кстати, в минус оно не уходит. Working with changes to QR mode, filler mode QR. А какой стоял филлер, по сути. Вот видишь, здесь панелька в минус не уходит. Значит, все-таки мы упираемся просто в скорость обработки карьером. Но по сути осталось сколько? Раз, два, три, 4. Вот этот слой сейчас добирается, да? 4 слоя осталось. А, 3 даже слоя осталось. Ну да, ну тогда давай дождемся уже, чё. Если осталось чуть-чуть совсем. Да, и вот эта вся территория у нас будет в пользовании. Только, правда, нужно будет потом эту всю воду убирать. Вот это будет проблема. Но я думаю, это будет не беда, всю воду здесь убрать. Да, он просто сейчас до низу докопает. Не, по сути, кстати, он может прокопать буквально блоков 20 вниз. То есть, чтобы не прям вот до нуля, а типа блоков 20 вниз. И благодаря этому просто строить базу. Но если нам нужны именно ресурсы, то да, все-таки лучше все-таки самый низ его добивать. Только для этого надо взять пыль сейчас. Потому что у меня сейчас карьеры, думаю, офигеет от такого количества. И песочек. Сколько это у нас получилось? 4, почти 5 стак. Ох, сколько это сейчас у нас будет истинного кварца. О-о-о. Он же растет, кстати, даже побыстрее, чем... изменчивый, чистый. Ну давай закинем. Чё уж. И раз. Так, сколько тут осталось? 2 слоя. Убирается 2-й слой. По сути, осталось совсем чуть-чуть. Мне, кстати, интересно, есть ли здесь Ender Storage. Да, есть, вот он. Мы можем, кстати, его даже сделать. По сути, для этого у нас все есть. Даже 2 мы можем сделать. Правда, стержни закончились. Ну, такое себе. Зачем? Смотри. Мы можем взять импорта. Сколько это? 5 штук, наверное, даже можно сделать. А, ну у нас сгустка нету слизи больше. У нас больше нету сгустка слизи. У нас больше нету сгустка слизи. Причем вообще. А слизь как делается? Интересный вопрос, как же делается слизь? Наверное, через семя. Ну, либо вот таким вот способом. Но это, конечно, уже прям... А, ну, кстати, можно с помощью кактуса. Но это тоже как-то не сильно. Можно просто выращивать это все. Ну, ладно. Ладно, я вообще, по сути, не сделаю сейчас шину импорта, да? Хоть даже одну. Ну, да. Подожди, там сгустки у меня какие-то вроде бы падали. Я даже не помню просто с кого, но они у меня падали. С каких-то слизняков они были. С того острова просто падал слизняк большой. Благодаря этому слизняку я вроде нафармил там много очень много слизи. Прям я бы сказал, очень фарм. Это он там в реке падал, нет? Обман. А, во, король слизнь. А где? Вон он. Вот. Мы можем с помощью него нафармить сейчас много слизи. Ох ты шо. Вот это он распался, конечно. Во, видишь, падают шарик. Желатиновая слизь. Прям причем так и называется. Причем. Сколько их еще? Сколько? 19 штук? Ну, кстати, неплохо на самом деле. Так, база. Давай... Но, я так понимаю, поршни нужны, поэтому давай 19 поршней. И дай мне 19
липких. Спасибо. Теперь можно взять шину импорта 5 штук, сделать. И желательно где-то 20 ускорить. Тебе и все. Вот 4. Ну 4 могу, надо дождаться, пока вот эти вот кенты созреют. Не, я чувствую, буду созревать довольно... Хоть 1 могу, а 2 могу. 2 могу. Давай тогда 2. Хотя, что карьер говорит? Карьер перестал кушать энергию. Вот что я понял. Наверное, он ждет как раз таки пока... Вот, да, видишь? Наверное, он ждет, пока я все от него там высосу. Ну, дай мне одну шину, будем пробовать. Смотри, ставим сундучок. Под него надо как-то красиво поставить сейчас шину импорта, вот так. И по сути с него сейчас будет извлекаться все. Ну да, видишь, пошло. Но это будет сильно долго. Я не знаю, почему он дальше не работает. Хотя, по сути, может его прогрузить, конечно, надо весь. Но я сомневаюсь, что его надо весь прогрузить. Или типа, знаешь, как в обычном карьере сейчас долетают вот эти вот типа рамки для карьера. Ема, ты посмотри, какая здесь территория. Жесть. Но я его весь прогрузил, но что-то каких-то успехов я не замечаю. А почему? Может, реально нужно пока все освободиться у них? Ну да, видишь, у него сейчас все выходит. Можно даже на всякий случай просто попробовать взять одну торчерину, закинуть. Может, это поможет. Ну, не знаю. Ну, ничего страшного в целом. Нам-то без разницы. Тут накапливается мана потихоньку. Да, мы отправляемся потихонечку спать. Да, и на этом пора потихоньку заканчивать. Серия и так уже выдалась, я уверен, очень большой. Мы в этой серии сделали довольно много всякого интересного. Ботанию начали распахивать. Таумкрафт распахиваем, все делаем. Вот такая у нас теперь красивая здесь область. И это еще даже близко не конец. Скоро мы запустим вот этот вот огромнейший карьер, который сзади меня вон там копает сейчас. Ну, должен, по крайней мере. Также сейчас потихонечку забиваются все наши ячейки. Это тоже, кстати, нужно иметь в виду. Мы ждем сейчас выращивания вот этих всех кристаллов, которые, кстати, уже выросли. Мы их сейчас даже можем запустить. Начало крафта 64-тысячных карт. Этих вот 20. Ща, подожди. Ща, подожди. Да прогрузишь. Ща, подожди, ща сделаем. Ща, подожди. Сейчас мы сделаем грязюк. Сейчас мы сделаем крутую грязь. Все, хватит. Мы можем сейчас заказать... Ну, сколько? 40 можем? 40 карт. Это будет довольно долго, но это будет 1,5 часа. Делается просто один единственный крафт. Потому что здесь нужно 1080 логических процессоров. А вы знаете, это очень много. Прям, очень. Поэтому да, с вами был Яфир, подписывайтесь на канал, также не забывайте подписываться в телеграм-канал, скачивайте сборочку по ссылочке в описании, играйте в свое удовольствие. Ну а с вами был Яфир, всем хорошего дня, всем хорошего настроения, до скорой встречи, ребятки, еще услышимся, пока!